класса. Итак, друзья, переходим к тенденциям. Это традиционный мой слайд. Исследование ровно 1 год. Сравниваем апрель 2025 года с апрелем 2026 года. Видим, что период какой, 12 месяцев, как вела себя недвижимость, класс социальное жилье. Итак, апрель 2025 года $711 за квадратный метр и $730 за квадратный метр апрель 2030 года. В годовом измерении это рост плюс 2,67%. Кто меня смотрит, друзья, когда мы сравнивали март 2025 с мартом 2026 года, это было 3,5%. Сейчас мы видим, что это 2,67%. То есть мы, еще раз напомню вам, здесь видим 3 месяца, как стоимость стала снижаться. Напомню вам, был такой, ну, его считает великий ученый-экономист, чуть не сказал Остап Ибрагимович Бендер, ну, это Одесса, да, эти одесситские приколы. Нет, это был Адам Смит. Адам Смит, который говорил о великой, могущей руке рынка. Так вот, есть такая, значит, теория спроса и предложения, когда увеличивается количество того или иного товара на рынке, но при этом количество покупателей незначительно, то рынок корректируется снижением стоимости квадратного метра. Ну, в данном случае мы говорим о рынке жилой недвижимости. Примерно что-то очень похожее. Я более простым языком объясняю. Мы наблюдаем сейчас в городе Одесса. Итак, друзья, немного рекламной паузы. Напомню вам, что мы помимо всего, я и компания Olymp Consulting считаем, готовим индексы для крупных украинских национальных системных банков, также для иностранных банков, которые работают на территории Украины. На примере индекс стоимости жилой недвижимости, вот здесь показываю, да, он положительный, единичка, запятая 0,27. Мы сейчас говорим о классе социальное жилье, вторичный рынок. Что такое, напомню вам, индекс недвижимости? Это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости недвижимости во времени. На примере социального жилья показываю. Он считается очень просто, если у вас есть статистические данные. 730 показываю вам, делим на 711 и получаем рост в годовом измерении плюс 2,67%, или же вот этот положительный индекс единичка, запятая 0,27. Друзья, я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях. Это управление по рискам или риск-менеджменту. Данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих, кто знает, как меняется стоимость недвижимости во времени. Поэтому вот эта синергия наших знаний облегчит ваш сложный бизнес. Ну и понятно, что поможет мне дальше развиваться, заниматься наукой, ну и также развиваться компанией Olymp Consulting. Для того, чтобы меня найти, вам необходимо, друзья, найти в описании видео мой телефон. Там 2 телефона, один кипрский телефон, другой Viber телефончик Kyivstar. В зависимости от локации, где вы находитесь, можете и по тому Viber набрать. И, друзья, мы составим техническое задание с вами. Естественно, вы раз в квартал, почему говорю естественно, потому что ну, мы делаем исследования раз в квартал для своих контрагентов, вы будете видеть, как меняется стоимость недвижимости, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые средства. Помните, вы знаете, как меняется во времени стоимость денег, а я буду вам показывать, как меняется стоимость недвижимости во времени. Ну, в данном случае, на данном примере, мы видим, как растет стоимость квадратного метра незначительно, но выросла за период сравнения. Да? Также мы делаем работы по всем рынкам, ну, чтобы вы понимали, на примере только я показал вам социальное жилье, а на самом деле это порядка 12 сегментов. Это и коммерческая недвижимость, и жилая, и домовладение, и земельные участки разного, причем целевого назначения. Итак, друзья, звоните, пишите. Я думаю, что
Узнайте, кто такой, кстати, Андрей Гусельников. И мне нравится, вот прям, не хочу хвастаться, вот этот искусственный интеллект, который так называемый, да, то есть он собирает информацию о людях публичных. Вот посмотрите там, ну, все, что там про меня написано, это все является чистой правдой. Почему? Потому что просто этот интеллект, так сказать, собрал статьи, которые я писал, обо мне там кто-то писали журналисты, и сложилась картинка. Есть ли у человека вообще какое-то портфолио, чем он занимался всю свою жизнь, есть ли у него компетенции в данном направлении. Поверьте, они у меня есть. И можете также поинтересоваться, я давно работаю в этом сегменте консалтинга, можете поинтересоваться у других ваших коллег, которые работают в финансовых учреждениях Украины. Итак, друзья, переходим к последнему слайду. Здесь мы разберем, что произошло на рынке предложений квартиры, которые предлагаются для продажи. То есть я не поменял этот, видите, график рисунок, просто совместил аренду внизу, вот здесь это аренда, а здесь у нас предложение. Итак, повторюсь, что социальное жилье – это один и тот же класс рынка недвижимости. Вот здесь в аренде, а здесь предложение. Квартиры для продажи выставлены. Рост, значит, по предложениям плюс 2,67% за год. А вот здесь, ну, здесь понятно, мы поквартально, как я вам говорил, сравниваем. Март 2026, это аренда у нас мартом 2025 года, друзья. Внимание, красная вот эта черта, не упадите со стула. Рост 5,12%. То есть аренда выросла ну, на максимальное количество, ну вот мы поговорим сейчас об логике, да, которая может себе только позволить инвестор, который хочет получать пассивный доход. Для примера, то есть я, кстати, в долларах продается на вторичном рынке, здесь я перевел все тоже в доллары, курс присутствует. Мне кто-то написал: Андрей, не переводи, пожалуйста, аренду в доллары. Ну, что я вам могу сказать, друзья? Мы же с вами анализируем, что произошло, и для того, чтобы опять вы понимали, насколько выгодно, невыгодно получать пассивный доход с аренды, конечно же, надо переводить все в одну единицу измерения и сравнения, то есть это доллары. Еще раз повторюсь, в долларах продается вторичный рынок, ну или в евро. В гривнах он не продается. Ну, это абсурд продать за гривну и потом бегать менять доллары, да, еще попробую поменять. Доход, друзья, для пассивного дохода 5,12%, это очень, ну, грубо я говорю, да, тут это просто доход, а чтобы получить чисто операционный доход, вам надо отсюда убрать еще затратную часть. Но возьмем все равно 5,12%. Предположим, если у вас есть деньги, там 10 тысяч долларов, можем все предположить, это не у всех есть, но, наверное, у многих, кто меня смотрит, есть такая сумма денег. И вот, друзья, вы решили получить пассивный доход, отнести эти деньги на депозит в любой банк, это в долларах. Вы получите с 10 тысяч 1% в годовом измерении. То есть это, ну, 100 долларов. Вы понимаете, что это вообще ни о чем. То есть, по сути дела, вы положите деньги, которые не будут работать на вас, но при этом подвергаться рискам. Понятно, что за 10 тысяч квартиру вы не купите, но тысяч за 30 в Одессе можно купить небольшую однокомнатную квартиру и сдавать ее в аренду и получать вот такой пассивный доход. Я еще раз говорю, я очень как бы грубо пока показал, да, но мы же сравниваем и предполагаем, сейчас мы переходим к прогнозам, что будет происходить. Так вот, рынок аренды показывает максимальную точку, которую может показать аренда, потому что, ну, выше это уже вряд ли, хотя по районам, видите, здесь есть Пересыпские 6% в годовом измерении. То есть это максимально выросла аренда, и я так думаю, что вслед, вот верхний график видим 3 месяца снижения, и аренда, друзья, что нам будет показывать второе полугодие, то есть это мы будем говорить о втором квартале, когда я сделаю расчеты по аренде, мы будем видеть, как аренда также будет снижаться. То есть наука изучает определенные процессы, которые повторяются во времени, то есть закономерности, закономерности, которые повторяются во времени. Так вот, я на протяжении многих лет
изучая рынок недвижимости, исследуя вот эти, так сказать, закономерности, наблюдаю и вполне хорошо ориентируюсь и могу смело предполагать и говорить о том, что мы будем видеть до конца года тенденцию снижения как аренды, так и предложений для продажи. Пока это всего лишь у нас что, друзья, колебательные процессы, но я предполагаю, что именно под знаком снижения стоимости квадратного метра и аренды, в том числе снижение, пройдет оставшийся 2026 год. Друзья, заканчиваем показ слайдов, закрываю это все. Давайте так, да. И что по поводу прогнозов? Я предполагаю, что мы будем видеть до второго квартала 2026 года, как стоимость квадратного метра будет снижаться жилой недвижимости. И это, в общем-то, по полпроцента, где-то может быть больше, где-то меньше. То есть в итоге сейчас у нас там 2%, по-моему, с половиной, да. То есть в итоге, сравнивая июнь 2026 года с июнем 2025 года, мы будем видеть затухающую динамику роста. То есть это будет, может быть, всего лишь полпроцента положительная динамика, но каждый месяц мы будем отнимать где-то по полпроцента. То есть вот так будет дешеветь недвижимость данного класса. Мы говорим о жилой недвижимости. Это мои предположения, друзья, но время пройдет быстро. И я запишу ровно через месяц такое же видео и так далее. И в итоге мы узнаем, прав был я или не прав. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы знать, что происходит с рынком жилой недвижимости, вам необходимо что сделать, друзья? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить данному видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.